Всем салют! В этом видео продолжим рассказывать об обновлении. Оно коснулось очень важное, это гарнизона. Теперь вы видите, можно в гарнизон поставить 10 юнитов ваших, да. Это, я считаю, что более опасно стало, чем как бы положительно, потому что если вы не в сети, если вы где-то отвлеклись, куда-то прилетели без купола, да, не успели всех героев распихать, так как у многих там их 15, 16, 17 очередей не хватает, и вас бьют кандалами, то теперь у вас будет не 5 героев на стену вставать, а 10. Соответственно, перед тем, как куда-то лететь, есть смысл зайти, выставить героев, да, то есть всех, чтобы они были там с самыми сильными войсками, да, выставить строй гарнизона, да, чтобы всегда первые стояли самые сильные войска, да, и, соответственно, если вас ударят, ну, как бы будет какой-то шанс, что вы выдержите удар, да, соответственно, может, отобьетесь. Но, конечно, нужно быть аккуратными. Гарнизон у нас, союзники могут поставить 30 миллионов всего, ну, вот у меня показано. 30 миллионов, это 2 героя топа, это очень мало. Не знаю, когда это расширят, возможность гарнизона, но это неправильно. Потому что, ну, как бы, совершенно, то есть, ну, 2 героя могут запихнуть нам, помочь. Нужно, не знаю, до 100, 120 до миллионов, до 150 миллионов расширять. Но пока этого нету, к сожалению. Так что нужно быть аккуратными теперь. Сейчас вот начнутся экспедиции, будут прилетать к нам гости, вы будете летать. И быть аккуратным. Да, здесь можно выставлять лидера гарнизона, кого-то другого выставить лидером гарнизона. Но что толку, если сам гарнизон, он ограничен. Также нас изменения коснулись и наших юнитов. Такие юниты, как Мумия. Им подняли маг-атаку, маг-защиту жизни, да, чтобы ими стали играть. Но пока это не помогло. Императрицы пауков физзащиту понизили, маг-защиту подняли, жизни подняли. Вот. Костяному дракону физзащиту подняли, маг-защиту понизили. Также чуть-чуть изменили навыки Медузе, Мумии и Костяному дракону. Вот. Но на самом деле пока это не привело к тому, чтобы все резко стали играть. Такой баланс произведен, но эффекта не последовало. Хотя костяными драконами как играли, так и играют, да. Они стали там, ну, хуже не стали. Вот опять их применяют. Сейчас еще вышел новый юнит, который в связке работает. Также у темных появилась машина, да, которая с ними в связке работает. Так что, ну, а Мумия пока опять не играбельна до сих пор. Императрица пауков, наш дракон, нам костяным идет. То есть тут как бы плюс идет, да, повышение жизни. Делает ее более играбельной. Также изменения коснулись героев наших, теневого предателя и гнома, да, повелителя горы. У теневого предателя повышена физзащита, маг-защита и понижена физатака и маг-атака. Ну, там незначительные повышения. Я не думаю, что это как-то повлияет на их играбельность. Навыки немножко были изменены, да, повысили урон, наносимый теневого предателя, его третьего навыка, до 170 до 180. Ну, сейчас такое количество жизней, тем более сейчас вышла вот академка, где стали понижение получаемого урона от героев все разных фракций, разных этих самых веток, да, поэтому это увеличение урона тоже не сильно ему сыграет. Ну, вернее, не станет критическим, да, но, опять же, чуть-чуть может повысит как бы их количество, этих героев, которыми будут играть. Хотя, в принципе, теневой показался неплохо вот в экспедиции, прошу прощения, в чуде, да, и постоянно использовали и в атаку, чтобы он был, в защиту у него неплохие бафы короля, сам он неплохо показывал себя в бою. То же самое и Властелин горы. Ему повысили еще физатаку, физзащиту, немножко понизили маг-защиту, маг-атаку. Ну, ему маг-атака не сильно нужна, так как у него есть его пассивка, которая дает иммунитет в самом начале, на 2 хода от маг-атаки, до как бы повышения физатаки, физзащиты, делает его более играбельным. И я вам скажу, что довольно-таки неплохо он стал играть, хотя он очень рандомный, но довольно-таки сильный
стал играть. Вот. Также там поменяли его навыки, тоже повысили шанс выпадания, шанс срабатывания и урон, наносимый навыками. Вторым навыком, да, у него там с 70 до 90, шанс срабатывания с 50, ну, наносимый урон, коэффициент наносимого урона 70 был, стал 90, и шанс срабатывания с 50 до 70 повысили. Оглушение тоже шанс повысили с 30 до 40. Ну, такие вот вещи приятные. И количество душ, которые нужно для третьего навыка, с 40 понизили до 35. И свойства короля повысили с 15% до 20%. Такие вот изменения у нас произошли. Также юниты Б ранга теперь у нас имеют харизму 4,5. Но некоторые, ну, те, которые в академке нужно качать, и вы еще не накачали на ранних стадиях, у них остается то же самое. Да, также мы в академке можем харизму поднять. Теперь у нас 32. С замком может быть харизмы. И теперь там разные сборки начали тестировать. Как бы немножко изменилось ведение боя. Изменится сейчас, да. Будет много интересных разных сборок. Возможно, непонятных. Где-то это будет салат винегрет, где-то оливье. А где-то кто-то будет играть старыми сборками. Но сейчас изменения происходят. Плюс появление нового героя произошло. Вот такие вот еще изменения были у нас в игре. На этом вот все. Всем спасибо.